Мої вітання. Я Світлана, і ви потрапили в мій сад під Києвом. Сегодня мы ловим такое солнышко, и я вам покажу обзор своих хвойных растений, вторую часть. Шаровидные туи, пихты и ели. Пройдемся по саду. Я вам расскажу кратко про каждый сорт. Подпишу вот тут наверху каждый сорт, чтобы вы могли выбрать, если вам что-то понравится. И расскажу, как они чувствуют себя в моем саду. Мой сад молодой. Если кто-то из моих подписчиков видел обзоры кипарисовиков, елей, прошлой зимой я делала, ссылки я оставлю, можете посмотреть, кому, если что-то заинтересует кого-то. А это лиственница Стив Випер. Опадает уже у нас холодно. Ну что, идемте начнем свой обзор именно вот с этой шаровидной туи глобоза. Шаровидные туи очень украшают сад. Подошла к ней специально, чтобы вы посмотрели, какой она имеет размер. Покупала я ее с комом примерно вот такой высоты 3 года назад точно. Захотелось мне сразу большую. Вот один из способов, сразу скажу вам, пока не забыла, как сделать сад взрослым. Как вы знаете, моему саду всего 4-й сезон, ну уже закончился 4-й сезон, а выглядит он довольно взрослым, и вы об этом часто спрашиваете, как так получилось и почему. Есть такой прием, что надо растения сажать разновозрастные, то есть 1-2 растения сажайте, комом земли покупайте, и высокое, но это было не высокое, это метровый штамп был, показать не на чем, ну хотя бы вот на этом. Покупала с комом примерно метр высотой. Сейчас уже вы видите больше. А остальные растения покупала малюсенькие. Пока малюсенькие подрастают, большие растения создают нам эффект и массу взрослого сада. И когда проходишь, то концентрируешься на более взрослых, которые на уровне глаз. А те, которые маленькие, постепенно набирают силу и подрастают, хорошеют. И кажется, что сад вроде как и взрослый, да? Вот вы видели, у меня растения разные по возрасту. А кажется, как будто саду лет 6-7. Или даже мне писали, зачем вы показываете и обманываете людей, что вашему саду всего 4 года. Вот такой эффект можете применить. 1-2 растения сажайте. Взрослых, акцентных, ну по одному не сажайте, по 2, по 3 одинаковых сорта. А остальные покупайте в контейнерах маленькие. И там, где вы что себе напланировали, засаживайте. Ну, я еще раз про это расскажу, когда мы зимой будем беседовать про сад, про дорожки, про мои, про гармонию в саду. А сейчас все-таки про шаровидные туи. Так вот, эту глобозу я купила. Сразу захотела большой шар, чтобы, выходя из дома, на чем-то цеплялся мой взгляд. Хотя бы вот на таком шаре. Посадила я ее на газоне немножко с краю. Скажу сразу, на газоне не сажайте. Большие проблемы с растениями возникают, когда косишь траву. Так что про эту тую. Я ее, значит, привезла, посадила, спустя месяц решила крону подровнять. Ну, месяц пока она приживалась, это было весной. Подстригла я ее и обнаружила, что она в середине совершенно лысая. Лысая. В питомнике
растений много, за ними как бы за каждым вот так не будешь ты следить, ходить, все убирать, отряхивать. И она вообще никакая. Я на нее посмотрела, я думаю, зачем я ее прямо у входа посадила. Такую лысую, опавшую, как бы, ну, она вообще была непрезентабельная, скажем так. Это глобоза. Я расстроилась, уже нашла я место, куда буду осенью опять выкапывать и пересаживать. Но за сезон моя глобоза, я ее, конечно, подкормила сразу после стрижки и перед посадкой. Это сейчас я уже свои хвойные совершенно не удобряю, ничего не делаю. Только новые при посадке. Новые растения, которые в сад придут, я обязательно обрабатываю фунгицидами, акарицидами, инсектицидами и удобряю. Все, больше ничего. Так вот, за сезон эта глобоза моя разрослась довольно-таки неплохо. И я решила ей дать второй шанс, подождать еще год. Сейчас она уже 2 года в моем саду растет. И вот так вот выглядит. Это медленно растущий сорт, который 5-10 сантиметров в ширину набирает. Но с учетом того, что по молодым приростам я 2 раза в сезон стригу, весной и осенью подравниваю форму, делаю вот такую красивенькую, зеленую. Туя неприхотливая, не болеет. Раз в сезон я все свои хвойные в начале лета, в мае где-то, обрабатываю, опять же, акарицидами, инсектицидами, а потом уже смотрю по состоянию растений в саду. Если надо, еще раз. Если не надо, больше не обрабатываю. И перед тем, как они уходят в зиму, тоже акарицидами обрабатываю. Для хвойных, у нас там что-то упало, клеенка моя, я там крашу дом опять. Так, перед осенью обязательно акарицидами в конце августа, в сентябре обрабатываю. Что за эту тую могу сказать? Довольна я этой туей. Я купила еще 6 штук и посадила там, где мои магнолии. Но они будут совсем другую роль играть. Там они будут не солитерами, как вот это. Я маленькие в контейнерах купила. Эта туя очень плотно срастаются шары. И я хочу их вывести где-то на такую высоту и выстричь ровную изгородь из них, плотную, чтобы закрыть ноги у древовидных гортензий, чтобы они не вываливались мне на магнолии. Я вам сейчас еще раз покажу. На прогулке по саду в ноябре я так вскользь то место показывала. А сейчас подойду, мы посмотрим те еще мои глобозы. И перейдем, наверное, я буду миксовать шаровидные туи, ели и пихты. Пока мы тут, перейду вот к этой пихте. Пихта одноцветная, калифорнийская. Очень интересный сорт. Вот они, мои маленькие глобозы, высаженные из контейнеров 1,5 месяца назад, в начале сентября. Через 90 сантиметров, с учетом того, что они разрастутся, их высота во взрослом, во взрослом 10-летнем, допустим, возрасте будет 1,20 м, 1,40 м и по высоте также. И получится у нас будут придерживать мои вот эти гортензии. Если вы думаете, что расстояние между гортензиями и глобозами и вон теми довольно большое, тут тоже сантиметров 90-80, то вы ошибаетесь. Древовидные гортензии очень сильно разваливаются. И будет вот такая примерно высота. Шарики, пушистики. Ну а сейчас идемте, покажу вам калифорнийскую пихту. Вон ту. Так вот, эта пихта одноцветная, калифорнийская. Специально подошла к ней, чтобы вы увидели, какая ее высота. Очень интересная пихта. Знаете чем? У нее, во-первых, очень длинные иголки, как у сосны.
Я вам покажу ближе, вы увидите. И изогнуты саблеобразно вверх. То есть вот такой саблей наверх смотрят. Длинные 8-сантиметровые, темно-зеленые, изогнутые саблей вниз. Чем она хороша? Хороша тем, что у нее узкий конус. Видите, какая она узкоконическая. Из недостатков этой пихты она быстро растет, или из достоинств. Мы уже 2 раза убирали макушку. Как убирать макушку, я вам, может быть, когда-то покажу. Вот такая, видите, длинная. Еще у нас она 2 раза на несколько частей расходилась. То есть не одна ветка росла, а по 3, по 4 ветка срезается, назначается новый лидер, вверх направляется, и все. И она по метр, по 1,5 каждый год растет. Скоро мы ей вообще высоту ограничим, то есть срежем в месте, где расходятся, где новый прирост, срежем под 0, и назначать нового лидера не будем. Будем всегда поддерживать форму, но я думаю, 4 метра нам хватит. Используется у меня она в качестве новогодней елки. Неприхотливая. Полив тут по ней проложили только в этом году. Без полива росла, к почвам не требовательно. Она может расти даже в легкой полутени. Но у нас получается на солнышке. Что еще могу сказать про эту пихту? Что ни разу ничем не болела. Хотя я так... Она высокая, просто я не достаю туда уже брызгать. Снизу тут, может быть, чем-то побрызгаю от жуков, пауков и от клещей. А так обработок у нее почти нет. Хорошая пихта, но выбирайте ей место, где высота позволяет. По ширине хорошая, а по высоте нет. Полива не надо, удобрений не надо, ничего не надо. Отличная просто пихта. В моем саду рада, что мы ее выбрали. И она уже распушилась. Сразу, конечно, была такая реденькая, неказистая. А сейчас уже вот такая елочка новогодняя у нас. Мы ее украшаем гирляндами. Тут подведен свет к ней, розетка, и она у нас переливается на Новый год. И хорошо будет видна с террасы и из окон 2-го этажа. Сейчас пойдем, покажу вон там шаровидную, тую Golden Globe. Так, зашла сюда, чтобы вы оценили ее размер. Сейчас, если получится, ближе подойду. Туя Golden Globe. Это почти аналог туи шаровидной глобоза. Единственное, немножко меньше по размеру. Глобоза у нас будет 1,20 метр, 1,40 метра. Golden Globe 1,20 метр. Немножко. По возрасту они у меня одинаковые. Это покупалось в горшке. Я ее покупала в горшке, но она почему-то наросла немножко быстрее. Так. Вот я вам и говорила, покупать с комом земли или в горшке. Так, про эту тую, что я хочу сказать. Зимой окрас она не меняет. То есть она вот такая и остается. Немного более тусклый цвет, но ни бронзовая, ни коричневая не становится. Обязательно обработки от клеща. У меня эту тую на 2-й год. В прошлом году, получается, после посадки осенью сильно поразил паутинный клещ. Я, к сожалению, поняла это не сразу. Лечила ее фунгицидами, думала, какое-то грибковое заболевание. Только ее одну. Представляете, все растения в саду, так красиво. Все растения в саду были здоровы, одна она. И только весной, получается, я ее обработала 2 или 3 раза, уже не знала, что с ней делать, и подстригала, и проливала, и брызгала от болезней всяких. А оказалось банально. Что там было? Хвоя вначале тусклая, хвоя вначале тусклая стала, потом покоричневела. Где-то тут еще даже мне и осталось. Внизу там. И постепенно стало осыпаться лысые ветки, и все. У хвойных примерно такие же
признаки клеща, как и у гортензии, я вам рассказывала. Вначале останавливается в росте, потом теряет цвет, он становится как пыльный. Я вначале думала, что такое, то ли с дороги, у нас там дороги еще нет, пыль с дороги может быть на нее, а она такая, как, ну, пыльная, как песком присыпанная. А потом стала опадать и осыхать. Клещ высасывает все живые, все соки из растения, и оно просто засыхает постепенно, не сразу. Не сразу. Я, честно говоря, удивлена, как она у меня отошла. Была сильно больная. Вот и у меня бывает такое, что ну не уследишь. Посады сильно всего много. А так она очень неприхотливая, больше ничем не болеет. Я ее уже почаще, именно эту, не знаю почему именно эту, поразил клещ обработки. Любит солнышко, чтобы сохранять такой красивый цвет. Полив под ней проложен. А, может быть, из-за полива она быстро наросла. Ну и сразу давайте я вам про шаровидную тую Мириам. Вот, 2 штучки их растут. И аллейка еще 5. Это новый относительно сорт шаровидной туи Мириам. Она точная копия Golden Globe, только маленькая, карликовая. Это будет, как я сказала, 1,20 метров. А та, если 70 сантиметров шарик наберет, такой небольшой, будет. Они у меня тут перекликаются между собой, дружат. Им тут хорошо. Солнышко им тоже надо, полив надо. У шаровидной туи Мириам есть одно только отличие. Зимой она буреет, чтобы вы не переживали. Становится кирпичного такого цвета. Весной все пропадает, она восстанавливает свой цвет, такой лимонно-золотистый. Туя Мириам. Неприхотливая, стрижке поддается хорошо, нарастает медленно. Это карлик. Так, идемте покажу вам. Покажу ели. 2 небольшие елочки Кейбап и мою инверсу. Идемте. Ну вот 2 моих елочки Кейбап. Одна и другая. Покупались с малышами в контейнере. Поэтому такие маленькие, но пышненькие, хорошенькие. Смотрите. У нее сизо-голубой оттенок. Чтобы была более голубая, это надо при покупке обращать на сеянец. То есть, если вот такой сизый, он уже чисто голубой не будет. При выборе этих 2 елочек мы подбирали в питомнике, чтобы примерно одного оттенка были. Но все равно вот это я вижу голубее. И по форме она более ровненькая, красивая, очень пышная. В высоту будет 5-7 метров, более взрослым. И ширина ее кроны 2-2,5 метра. Что еще хочется сказать, что елочка медленно растущая, но вот смотрите, за этот год вот этот прирост порядка 25 сантиметров. Зависит от ухода. Подкормок я уже никаких не даю этим хвойным. Игла у нее в более взрослом возрасте будет тоже немножко, конечно, длиннее, не такая малюсенькая. Почва не требовательна, к поливу не требовательна. Цвет, значит, серебристо-голубой или сизо-голубой, в зависимости от того, какой вы сеянец выберете. Часто именно елочку Кейбап выбирают в качестве новогоднего дерева. Ну, сейчас идемте к еле инверса. Вон она, ель колючая, инверса. Плакучая,
В моем саду эта елочка появилась совсем недавно, в марте 2023 года. Подарок на день рождения. Интересно, эта ель тем, что верхушка при нарастании заваливается на одну сторону. И если его пригибать, видите, все веточки плакучие вниз при нарастании опускают. Так вот, если эту верхушку пригибать, можно ограничить рост, высоту. Я пока этого делать не буду, мне хочется ее еще на 1,5-2 метра поднять. Сейчас ее высота 2,30. Ветви у нее стелятся по земле, и очень жду зиму, чтобы посмотреть, как она сказочно выглядит заснеженной. По характеристикам нарастает довольно медленно, до 20 сантиметров в год. Ветви хрупкие. Я в этом уже убедилась, когда при посадке, случайно задев, не сильно мы ее и задели, она хрустнула и обломалась. Повисла только на одной коре. Я про это несколько раз уже рассказывала в одном из своих видео. И не в одном, в 2 или в 3. Как я накладывала шину, и за летний сезон ветвь вновь полностью наросла. Это мой первый подобный опыт, к счастью, удачный. Все окончилось благополучно. Елочку эту очень рекомендую. Светолюбива, как и все хвойные, но инверса выдерживает небольшую тень. Морозоустойчивая. Ель инверса есть и в штамбовых формах. Очень хороша. У кого маленький сад, рассмотрите этот вариант на штамбе, и повисают веточки, стелятся потом по земле. Плавно переходим к той пихте, которая растет рядышком с инверсой. Это пихта корейская. У меня их 2, и посажены они с разницей в 1 год. Посмотрела, как одна себя чувствует, и купила вторую. Вторая более пышная, и крона у нее шире, но нарастает почему-то медленнее. И ту, и другую я покупала с комом земли. Только в этом году стартанула, и 25 сантиметров вот по вершине видно, какая она росла. А ее старшая сестра за 2,5 года больше 1,5 метра наросла. Представьте, разница в росте какая. Уход за ними абсолютно одинаковый. У этой пихты очень декоративные красивые шишки, закрученные спиралью и смотрят вверх, как свечки. Осыпаются на 2-й год, просто разлетаются семена и ничего не остается. Это, кстати, отличие пихт от елей. У елей шишки повисают и смотрят вниз, а у пихт, наоборот, смотрят наверх. У меня на канале есть зимнее видео, как отличить ель от пихты. Там все отличия я рассказываю про разницу в хвое, у кого колючая, у кого мягкая, про ствол, какой ствол разный. Вот видно, у пихт он гладкий. Можно посмотреть, ссылки под видео я оставлю. Хвоя у этой пихты корейской имеет белые полоски по обратной стороне иголочек. Форма дерева среднеконическая, я бы сказала, не узкая, не широкая, а средняя. Медленно растущая, но к 30 годам достигнет 4-5 метров. Вообще она до 12 может вырасти, но за 200 лет или за 150 легко формируется ограничением кроны. Верхушку срезать. Как я поступлю, через год, через 2, через 3 посмотрю, как она нарастет, остановлю рост. Как и все пихты, склонна к быстрому нарастанию и разрастанию вершины, раздвоению. Я понижаю вершину обрезкой. Я рассказывала на примере пихты калифорнийской. Климатическая зона у пихты 5А, неприхотлива и очень хорошо пихты в качестве новогоднего дерева. Так, надо нам, наверное, ускоряться, а то про свои любимые растения я могу рассказывать часами. Вы только спросите что-нибудь, и я буду рассказывать и рассказывать. Пройдемся еще немножко по елям. В моем саду елей несколько. Одна из них ель европейская нидиформис.
Как я вам рассказывала, я сажаю одну или две, наблюдаю за ними, а потом принимаю решение, стоит им в моем саду оказаться или нет. Так вот, посадив Нидиформис, я влюбилась прямо. Посмотрела за ней, сейчас вы увидите, какая она шикарная весной. Вот такие лапки, мягкие и свисают. У всех хвойных, я скажу, молодые приросты — это какое-то волшебство. Так и хочется рукой водить, гладить, трогать их. Имеет форму гнезда. Это елочка. Зимой надо снег из центра стряхивать от разлома кроны. Весной красивые салатовые лапки у этой елочки повисают к земле, а потом вот так выпрямляется и торчит как ежик. На моем канале, кстати, есть видео «Хвойные весной». Там можно полюбоваться и увидеть разные сорта моих хвойных именно в весенний период. Так вот, Нидиформис высажена у меня вдоль дома высоким бордюром. И несколько штук в микс-бордерах. Их уже 9 или 10 штук. В микс-бордерах среди гортензий и других хвойных. В ширину эта елочка разрастается быстрее, а в высоту всего метр или 1,20 м. В ширину до 2,5 может быть. Ее можно стричь и задавать форму или цилиндра, или куба, или оставлять природную такую гнездовидную форму. Особенность этого сорта в том, что он легко растет и разрастается в полутени и даже в тени. Это ее достоинство. Будет по цвету в тени, только более темная. Ну, на солнышке все хвойные хороши, конечно. У нее высокая зона зимостойкости, ну или как низкая наоборот, 3, то есть она выдерживает морозы. Такая Нидиформис красоточка. Что я еще хотела рассказать про свои хвойные? Приняла решение, смотрю, по времени уже долго, уже устали и вы, и я. Про остальные свои хвойные я продолжу рассказ в следующем видео. У нас еще зима впереди, будет 2, наверное, или 3 части. Я расскажу про особенности сортов, как они ведут себя в моем саду. В следующем видео я расскажу про ель Хупси, пихту бальзамическую Нана, глауку глобозу елочку, ель канадскую Конику и ялака Голд, подушковидную мою новинку, про шаровидные туи, ель акракона, и начнем рассматривать какие-нибудь можжевельники. Наверное, колоновидные. Задавайте свои вопросы в комментариях, я обязательно отвечу. До встречи в следующем видео. У вас уже снег выпал или дождь идет? Погодка, конечно. Для настроения в конце покажу вам цветение своих пионов. Немножко. До встречи!